Всем привет, меня зовут Артем, и вы на канале Коптим вместе. Охотники мне привезли такой небольшой подарочек, гостинчик. Вот эти замечательные ребра оленя. И я подумал, что я с ними могу сделать, как я их могу закоптить. Долго думать не пришлось, я их буду коптить горячим способом. У нас рецепт сегодня будет с вами ребра оленя горячего копчения. Что мне для этого понадобится? Все элементарно просто, без каких-либо заморочек. Я хочу именно попробовать настоящий вкус дичи. Для этого нам потребуется соль поваренная, соль нитритная и черный молотый перчик. Все, больше никаких других специй использовать не буду, чтобы ни в коем случае не перебить этот шикарный вкус дикого мяса. Для начала я сниму вот эту защитную пленку с ребер и буду делать посолочную смесь. Пленку я снял. Для чего вообще я ее снимал? Для того, чтобы соль и перец максимально проникли вовнутрь нашего кусочка мяса, чтобы не было у нас никаких серых пятен. А серые пятна, как вы знаете, означают не просол. Все, готовим посолочную смесь. Все граммовки и полностью весь рецепт я распишу в конце ролика. Смешиваем соль. Соль. Добавил. Теперь добавляю перец. Посолочная смесь готова. И теперь буду натирать мясо посолочной смесью. Как вы уже могли догадаться, способ посола у нас будет сухой. Кто не знает, расскажу. Вот приготовил посолочную смесь и тщательно и равномерно распределяю по всему куску. Самое главное, тщательно втираем во все места нашу посолочную смесь. Как вы видите, процесс абсолютно нехитрый, ничего сложного нет. Я тщательно и со всех сторон обработал все мясо посолочной смесью. И теперь мне следует убрать его в контейнер, а затем в холодильник. Стрейч-пленку сделал в виде крышки. Вот. И теперь отправляем на 3 суток на просол. Раз в сутки я буду переворачивать ребрышки. Ну, где это будет возможно, делать небольшой массаж. Для чего это нужно? Для того, чтобы соль как можно глубже прошла в наше мясо, чтобы не было у нас не просола. Ребра в холодильнике. Ждем 3 дня и включимся. Прошло 3 суток. Оленина наша уже просолилась. Выделила лишний сок, так скажем, влагу. Я сейчас промою эти ребра и затем помещу в сушильно-вялочную камеру для того, чтобы мясо, естественно, подсохло, подвялилось. Иными словами, подготовим его к копчению. Уберем лишнюю влагу. Коптить мы будем, наверное, часиков через 12. Ну, я думаю, ночку повисит мясо. И затем приступим к процессу копчения. Итак, друзья, прошли у нас сутки. Я уже, как вы видите, повесил наши ребра в коптильню. Установил термощуп в самое, так сказать, толстое место для того, чтобы контролировать температуру готовности. Пришло время приступить к этапу копчения. Коптить мы будем по следующей схеме. Сейчас при температуре в 60 градусов я буду отеплять мясо до 40 градусов внутри куска. После чего подниму температуру в коптильне до 80 градусов и буду коптить с дымом. Как температура достигнет у нас 60 градусов внутри куска, я отключаю подачу дыма и подключу парогенератор. И на нем мы уже доберем температуру в 70 градусов. Все. Пока закрываю коптильню и прогреваю мясо до 40 градусов. Итак, вышли мы на температуру в 40 градусов внутри куска.
По времени у меня это заняло порядка 2 часов. Итак, пришло время засыпать щепу в дымогенератор и подавать дым в камеру. Иными словами, мы начинаем именно сейчас процесс копчения. Коптить наши ребра я буду на смеси 2 щеп, ольховой и буковой. Возьму ее в пропорциях 50 на 50. Еще раз напомню, коптить я буду до достижения 60 градусов внутри куска. Засыпаем щепу в дымогенератор. Дымогенератор я поджег. Сейчас открою коптильню, посмотрю, поступает ли дым в камеру. Да, легкий дымок уже начал заполнять коптилку. Теперь ждем, когда мы достигнем температуру в 60 градусов. Наконец-таки вышли мы на температуру в 60 градусов. Теперь я открываю коптильню, выпускаю весь дым и подключать будем парогенератор. У кого нет парогенератора, вы можете абсолютно не отчаиваться. В силу того, что вы можете использовать ваш поддон, так сказать, жаросборник, следующим образом. Вы добавляете туда крутого кипятка, и вот вам будет практически тот же самый парогенератор. Открываем коптильню. Отличный дым. Парогенератор я запустил, и будем доготавливать, доваривать на пару до достижения 70 градусов внутри нашего мяса. Итак, прошло томительное время приготовления нашего дикого деликатеса. Сейчас я открываю коптильную камеру, выпускаю пар и уберу наши ребрышки. Проветрится после копчения. Вот. Затем уберу их в холодильник для выравнивания вкуса. И завтра уже будем с вами все это дело дегустировать. Ух, пар какой! Вообще класс! Все готово. Температура 69 градусов. Все отлично. Итак, этот долгожданный момент наступил. Уже не терпится попробовать вот эту дичь. Че болтать, надо пробовать. Пробовать я с кем буду? Конечно, с Вованом. Я на самом деле слюной уже истек. Такая красотень вообще. Смотри, я реально предлагаю на сухую, абсолютно без ничего. Да я полностью согласен. Потому что чисто, знаешь, приветствую. да, знаешь, в чем дело? Да. Давай попробуем именно вкус мяса, да, чтобы ни с чем его не перебивать. Ну, я такое еще вообще ни разу в жизни не ел. Я тоже, поэтому... Так что режь давай. Вот этот кусок прям... О. Ух! Слушай, ну срез по цвету изумительный, да? Да. Присутствует, естественно, аромат копчения. Что структура классная. Да, структура. По соли вообще идеально. Мясо жесткое, Ну, конечно, оно, жестковато. Знаешь, я бы не сказал, что прям оно вообще не жуется. Да, век немножко так это. Но, по крайней мере, Но оно вкусное. оно вкусное. Действительно, оно очень вкусное и необычное. По соли. Да? Солененько, мне хорошо. Вот, да. Никогда не пробовал, очень вкусно. Слушай, ну я считаю, это прям деликатес. Лесной да. деликатес. Абсолютно согласен. Всем советую, у кого будет такая возможность закоптить. Разглагольствовать нечего. Это было, знаете, как больше экспериментальное видео. Посмотреть, попробовать, что получится. Эксперимент удался. 100%. Поэтому, если же вам понравилось наше видео, обязательно ставьте... Нет, сначала обязательно подпишитесь на наш канал. Пусть сначала лайки поставить, ладно, потом да, подписывайтесь. потом или так, или так. А лучше одновременно. Да, пишите комментарии, задавайте любые вопросы. Давайте дружить, как Вован? Вкусно, сытно и полезно. Да, кстати, это, я думаю, очень полезно. Вот. И не забывайте про нашу страничку в Инстаграме, ВКонтакте. В общем, давайте. И на Яндекс.Дзен заходите, не стесняйтесь. Да, ссылочки будут внизу. Всем пока и до новых вкуснейших встреч. Пока, друзья. Как говорил мой дед, все полезно, что в рот полезло.